Сильные штормы прошли через Средиземное и Черное моря, а российские и турецкие власти заявили, что штормы в их регионе были одними из самых сильных, которые они когда-либо испытывали. Сообщается, что 5 кораблям потребовалась помощь, многие из них были выброшены на берег, поскольку в Черном море продолжается неделя плохой погоды. На западе Средиземного моря итальянская береговая охрана боролась с заброшенным паромом, который выбросила на берег северного побережья Сицилии. Паром Бенджамини Карнивиэль, построенный в 1992 году, почти 2 года простаивал в Неаполе, Италия, после того, как был поврежден в результате пожара на море в январе 2022 года. Паром водоизмещением 14 500 тонн брута, ранее принадлежавший Тервении, был продан на аукционе в прошлом месяце как часть финансовой реструктуризации Моби и должен был быть отбуксирован в Турцию, где его, возможно, и отправят на металлолом. Переименованный в лайдер «Престиж», он покинул Неаполь на буксире, но 25 ноября в открытом море из-за средиземноморского шторма разорвал буксирный трос возле острова Стромболи и начал дрейфовать. Он приплыл в воскресенье, 26 ноября, примерно в 10 милях от Милазzo на северном побережье Сицилии. Компания Guardia Costiera сообщила, что они контролируют начавшиеся работы по спасению судна. Турецкие официальные лица отреагировали на зарегистрированное в Камеруне судно для перевозки генеральных грузов, которое следовало вдоль северного побережья Турции в Черном море после выхода из Пати в Грузии. Судно «Бамос» выброшено на берег недалеко от города Инебулу на центральном побережье Турции. Местная пожарная служба отреагировала на спасение 11 членов экипажа, но смогла эвакуировать с судна только 6 до того, как раскачивающийся корабль повредил лестницу пожарной машины. Сообщается, что один из членов экипажа упал или прыгнул в воду с веревкой, и его пришлось доставить в больницу. Остальные члены экипажа были сняты с корабля после того, как в соседний район прибыла вторая пожарная машина. Еще одно небольшое грузовое судно FR Pearl, зарегистрированное в Палау, также было выброшено на берег в Восточной Турции недалеко от границы с Грузией. Судно село Намель, 27 ноября, при этом местные власти сообщили, что к судну были натянуты тросы, а 13 членов экипажа были доставлены на берег. Сухогруз Blue Shark, плывший в Черном море под флагом Белиза, сел на мель у берегов Анапы, недалеко от российского поселка Витязево. 26 ноября в 1 час ночи судно загружало ячмень в Египет в морском порту Тамань Краснодарского края, и после получения штормового предупреждения перешло на якорную стоянку. На судне Blue Shark находились 21 член экипажа, среди которых были граждане Сирии, Индии и Египта. На борту из-за проблем с двигателем и на фоне ураганного ветра сбросили якорь у местного курортного поселка Витязево в 440 метрах от берега. 26 ноября в 11 часов утра 30-футовые волны сорвали судно с якоря, и оно дрейфовало в сторону берега, пока не село на мель. В настоящее время судно находится на мели, в непосредственной близости от берега. Специалисты разрабатывают планы экстренно-спасательной операции, но судно можно будет снять с мели только после улучшения погодных условий, хотя буксиров для таких операций в регионе, судя по всему, нет. В Керченском проливе во время шторма столкнулись 3 российских судна. Сначала судно «Матрос Шевченко» столкнулся с судном «Матрос Позинич», после чего оба ударились в теплоход «Кавказ-5». Прошло без серьезных повреждений. Порты Украины и Крыма сообщили, что приостановили экспорт зерна и топлива из-за плохой погоды. Сообщается, что российские официальные лица приказали закрыть Керченский пролив, соединяющий Азовское и Черное моря, по крайней мере до 30 ноября после того, как несколько барж столкнулись в этом районе после нескольких дней сильного дождя и ветра из-за штормов. Сообщалось, что на западе Румынии порт Констанца также закрыт, поскольку в выходные в стране также наблюдался сильный ветер и снегопад.